Сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару вышли на улицы городов в поддержку бывшего лидера. Митингующие потребовали амнистии для политика и для участников беспорядков 2023 года, а также импичмента для действующего президента Лулу да Силвы. Тысячи протестующих собрались и на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро. Преследование Болсонару они считают политическим. Экс-президента обвиняют в попытке госпереворота после того, как в январе 2023 года тысячи его сторонников штурмовали здание Верховного суда, парламента и президентский дворец. Болсонару находится под домашним арестом. Главные новости на РБК, в студии Никита Гмыза. Силы ПВО отразили массированную атаку дронов на объекты транспортно-энергетической сферы Волгоградской области. Об этом заявил губернатор Андрей Бочаров. В Иловлинском районе перебит высоковольтный провод. Электроснабжения нет в нескольких населенных пунктах. Также загорелось техническое здание станции Арчида. Выбиты стекла в жилых домах. Не разорвавшийся БПЛА оказался на железнодорожных путях. Там работают саперы. Временно ограничено движение. При этом губернатор отмечает, что пассажирская инфраструктура не повреждена. По данным РЖД, задерживаются 5 поездов как минимум на 1,5 часа, а пострадавших не сообщается. Кроме того, ПВО работало в Воронеже. Там сбили несколько БПЛА. Также воздушную атаку отразили в 2 районах на севере Ростовской области. По данным местных властей, обошлось без пострадавших и разрушений. Временные ограничения вводили на прием и отправку самолетов в аэропортах Волгограда и Тамбова. Сейчас они работают штатно. 2 американские атомные подводные лодки прибыли в нужный регион. Об этом журналистам рассказал Дональд Трамп. Конкретное местоположение субмарин американский президент раскрывать не стал. Приказ об их передислокации поближе к России Трамп подал еще в пятницу. Это была его реакция на слова зампреда Совбеза Дмитрия Медведева. Тот порекомендовал президенту США вспомнить о том, как может быть опасна несуществующая в природе мертвая рука. Так за океаном называют российский комплекс автоматического управления ответным ядерным ударом «Периметр». В середине недели в Москву прибудет спецпосланник президента США Стив Уитков, ориентировочно в среду или в четверг. Об этом журналистам рассказал сам Трамп. Уитков должен приехать с официальным визитом за 1-2 дня до истечения ультиматума Трампа, который он выдвинул в Москве, если не будет прогресса в регулировании на Украине. США грозят ввести вторичные пошлины против стран, которые покупают углеводороды у России. В большей мере это касается Китая и Индии. А в отношении самой России Штаты грозят выдвинуть новые санкции, если к пятнице не будет достигнуто перемирие с Украиной. Трамп раскрыл вариант, при котором Москва может избежать ввода ограничений. Заключить сделку, по которой люди перестанут гибнуть. Недавно была обнародована цифра, что погибло огромное количество российских солдат. И то же самое с Украиной. Цифры меньше, но все равно тысячи и тысячи людей. А еще города, по которым бьют ракеты. Так что в этой нелепой войне гибнет множество людей. И знаете, мы остановили войну во многих странах. В Индии и Пакистане. Мы остановили войну во многих других странах. И мы остановим войну в Украине тоже каким-то образом, но мы ее точно остановим. Это действительно ужасная война. При этом американский президент отметил, что Россия успешно преодолевает санкции Запада. Трамп все чаще говорит о том, что разочарован действиями России, на что Владимир Путин недавно ответил, что разочарование возникает от избыточных ожиданий, и чтобы подойти к решению вопроса мирным путем, нужно вести обстоятельные разговоры. В Белом доме обвинили Индию в финансировании конфликта на Украине. Об этом заявил заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер. Президент США совершенно четко заявил, что для Индии неприемлемо продолжать финансировать эту войну, покупая российскую нефть. Люди будут шокированы, узнав, что Индия фактически связана с Китаем в вопросе закупок российской нефти. Это поразительный факт. Индия позиционирует себя как один из наших самых близких друзей в мире, но они не принимают нашу продукцию. Дональд Трамп на прошлой неделе заявил, что Нью-Дели, по его данным, прекратит покупать нефть у России, чтобы заключить торговую сделку с США. Если соглашения не будет, то Вашингтон введет пошлины в 25% на весь индийский импорт. Ранее агентство Рейтер сообщало, что несколько крупных НПЗ страны в течение недели не закупали российскую нефть, заменяя ее ближневосточной. Речь идет о заводах таких компаний, как Бхарат Петролиум, Индиан Ойл и Хиндустан Петролиум. Также, по данным агентства, по меньшей мере 2 танкера с российской нефтью изменили маршрут
маршрут и отправились вместо Индии в порты других стран. Официальных заявлений из Нью-Дели не было. Индийские СМИ написали, что власти не давали таких указаний компаниям, а закупки российских энергоресурсов продолжаются и идет обсуждение новых сделок. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху стремится расширить военную операцию в секторе Газа на фоне тупика в переговорах с Хамас. Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид. Сам Нетаньяху заявил, что полон решимости уничтожить Хамас и вернуть израильских заложников. Так он отреагировал на видео с двумя похищенными израильтянами. Палестинское движение опубликовало его в выходные. Когда я вижу эти видеозаписи, я прекрасно понимаю, чего добивается Хамас. Они не хотят сделки. Они пытаются сломить нас с помощью этих ужасающих видеороликов и своей ложной пропаганды, которую распространяют по всему миру. Но мы не сломаемся. Я полон еще большей решимости освободить наших заложников, ликвидировать Хамас и гарантировать, что сектор Газа больше не будет представлять угрозы для государства Израиль. В боевом крыле Хамас заявили, что готовы сотрудничать с Международным Красным Крестом по вопросу доставки гуманитарной помощи израильским заложникам, которых удерживают в секторе Газа. Потребовали постоянного открытия гуманитарных коридоров для доставки еды и лекарств, а также прекращения израильских воздушных налетов во время поставок гумпомощи. Власти Палестины накануне призвали усилить давление на Израиль и добиться открытия всех КПП на границе с сектором Газа. Израиль неделю назад ввел ежедневные гуманитарные паузы для доставки помощи. Возобновились и воздушные операции по сбросу продуктов в анклав. Но этого недостаточно, предупреждают гуманитарные организации. По данным Минздрава сектора Газа, число погибших от голода увеличилось до 175 человек. В Израиле возлагают вину на тех, кто некорректно распределяет гуманитарную помощь в анклаве. В Туапсинском районе Краснодарского края, где на выходных прошли ливни, дома и придворовые территории освободились от воды, сообщают в МЧС. Но в связи с неблагоприятным прогнозом усиленная группировка спасателей остается в муниципалитете, добавили в ведомстве. Также под Туапсе продолжает действовать режим ЧС. Реки и море сейчас расчищают от мусора. Сильные дожди прошли на Черноморском побережье Кубани в ночь на воскресенье. Они спровоцировали схождение сели в районе Джубги. Оказался заблокирован перевал. В Туапсинском районе реки вышли из берегов. В поселке Лермонтово смыло мост, он был в аварийном состоянии. В зоне подтопления порядка 400 домов и 11 соцобъектов в поселке Новомихайловский. О пострадавших во время ливней не сообщается. Минэкономразвитие предложило на год продлить упрощенный порядок поставки иностранных товаров в Россию. Об этом пишут ведомости, ссылаясь на материалы министерства. Нормы ввели еще в 2022 году на фоне антироссийских санкций. Срок действия механизма истекает в начале сентября. Упрощенные правила импорта позволяют не предоставлять таможне сертификаты на запчасти, сырье и компоненты, которые ввозят для ремонта уже произведенной в России продукции. Кроме того, разрешено подтверждать качество товара без обязательных лабораторных испытаний. Что касается маркировки, ее, согласно норме, можно наносить уже после ввоза товара в Россию, непосредственно перед продажей. С предложением продлить действие механизмов в Кабмин обращались в профильные объединения, отмечали, меры все еще актуальны для бизнеса в условиях ужесточения санкций. По словам опрошенных экспертов, усиление бюрократических процессов сделает российский рынок менее привлекательным для зарубежных поставщиков. Появится риск снижения качества, уменьшения разнообразия товаров и даже дефицита ряда категорий. Восточные регионы Австралии накрыл рекордный за 40 лет снегопад. Несмотря на то, что в южном полушарии сейчас зима, подобные осадки в некоторых частях континента – редкость. Ну, например, в штате Квинсленд снег выпал впервые за 10 лет. Служба по чрезвычайным ситуациям сообщает, на этом фоне произошло почти 1500 происшествий. Известно как минимум об одном пропавшем без вести. Автомобили застревали в снегу, шторм повредил постройки в прибрежных зонах, десятки тысяч домов остались без электричества. Но большинство австралийцев, судя по кадрам из соцсетей, оказались в восторге от природного явления. Некоторые видели снег впервые в жизни.